Что такое сдвиговой регистр? Это не просто набор триггеров, соединенных в цепочку. А европейской? Это способ управления битовой информацией. Каждый тактовый импульс и содержимое регистра смещается на одну позицию. Почему это важно? Важно то, Потому что сдвиговой регистр – ключевой элемент в интерфейсе, где данные нужно преобразовывать из последовательного формата в параллельный и обратно. Архитектурно сдвиговой регистр представляет собой линейную последовательность D-триггеров, синхронизированных единым тактовым сигналом. При каждом фронте такта каждый триггер копирует свое входное значение на выход, тем самым передавая бит следующему триггеру по цепочке. Именно благодаря упорядоченности и синхронной работе сдвиговые регистры передают и хранят информацию эффективно И надежно. А зачем нам это? Не понимаю, зачем. Подумаем. Если микроконтроллеру нужно управлять десятками светодиодов, матрицами, индикаторами, а выводов у нас кот наплакал, то вот тут-то и появляется сдвиговый регистр. С парой управляющих пинов мы получаем контроль над множеством выходов. Рассмотрим простой пример. 4-битный последовательный регистр типа SISO – Serial In, Serial Out. 4 D-триггера соединены последовательно. Выход Q каждого подается на вход D следующего. Первый принимает и хранит самый младший бит, последний выдает выходной. Допустим, после сброса, где все ячейки нули, мы подаем на вход логическую единицу. На первом тактовом фронте она фиксируется в первом триггере, на втором смещается во второй, дальше третий, четвертый. И каждый такт – это не просто время, это движение информации. Это механизм, позволяющий пошагово продвигать данные внутри схемы. А можно ли двигать не только вправо, но и влево? Да, конечно. конечно, конечно. Существуют двунаправленные сдвиговые регистры, в которых направление сдвига задается логическим сигналом. Однако при любом направлении принцип остается тот же. Синхронная передача данных между ячейками по фронту тактового импульса, то есть входные D каждого триггера, копируются на Q только при активном тактовом фронте. Как подается информация? В режиме Serial In данные поступают последовательно, бит за битом, а в режиме Parallel In каждый триггер получает свое значение одновременно. Точно так же и считывание может быть как последовательным, так и параллельным. Все зависит от архитектурных задач. А для полного понимания глянем волновую диаграмму последовательной передачи. Она наглядно показывает, как изменяются сигналы на входах и выходах триггера во времени и дает полное понимание процесса внутри регистра. Четко.